Всем привет! Судя по названию видео, вы уже поняли, что я покажу, как заделать дырки в кровле. Для этих целей я сделал два больших отверстия в шифере во внутренней волне, по которой бежит вода, и в профлисте, так как половина людей кровля сделана уже с профлиста. Вот, профлист, конечно, пробить очень тяжело, но бывают всякие моменты, когда его нужно также заделать, отверстие. И я покажу старый способ, проверенный годами, даже десятилетиями, который надежно устраняет вот эти дефекты. Можно сказать, один раз сделал и забыл. И не надо менять лист, мудрить кого-то чего-то. В общем, сейчас перенесемся в мастерскую. И я вам покажу, что понадобится, чтобы залатать в шифере вот такое вот большое отверстие. 4 пальца влазит. И в профлисте, ну, в принципе, сантиметра 2 где-то отверстие пробитое. Вот, в шифере вообще конкретно прям в волне идет. Для изготовления мне понадобятся ножницы, затем старая ненужная ткань. Далее тара, желательно стеклянная. Бензин, в моем случае 92-й. И немного растворителя ксилола. Он нужен, чтобы консистенция была однородная. Так как если вы в одном бензине будете растворять пенопласт, то он превратится в жидкий пластик, пластилин, в виде пластилина. А если добавить ксилол, то консистенция будет однородная, как клей. Должен получиться примерно вот такой состав текучего вещества, клеющегося из пенопласта. Вот кусочек последний сейчас растворится. И я покажу, что нужно делать дальше, если вы, конечно, не в курсе. Так, пока наш суперклей для восстановления кровли настаивается, растворяется, нужно нам нарезать из тряпки армирующие заплатки.
Как вы могли наблюдать, заплатки на все 100% выполняют свою функцию. Прослужат они вам очень долго, с уверенностью могу сказать, что не одно десятилетие. Спасибо всем за просмотр, надеюсь, был вам полезен. Берегите себя, пока-пока.